Здравствуйте, дорогие друзья! Вот и опять мы готовы отправиться по залам Hall of Fame великих инвесторов. Я обратил внимание, что исходя из тех откликов или отзывов, которые делаются в рамках моего видеоканала, что эта рубрика людям нравится, и я над ней довольно-таки тщательно работаю, подбираю новых инвесторов, смотрю, кто является реально выдающейся личностью, и я хочу это продолжить, и мне очень приятно, что мне есть что сказать. Знаете, в этом плане мне хотелось бы кое-какими размышлениями поделиться, ведь самая главная моя часть называется «Капитальные размышления возле биржевого камина». А раз мы находимся возле биржевого камина и размышляем, то я позволю себе некоторые такие фривольности, некоторые размышления. Я знаю, что кому-то нравятся мои видео, кому-то не нравятся. И кто-то говорит, что я вот сейчас сделаю то же самое и буду тоже, в общем-то, предлагать какие-то финансовые продукты, либо еще что-то через эти ролики, и в результате я чего-то там заработаю. Я хочу вам отметить, что мои видеоролики, мой канал на YouTube ничего не предлагает, ничего не продает и ничего не навязывает. Он исключительно образовательный. То есть мне просто приятно и мне нравится рассказывать то, что есть в мире, делиться тем, что я знаю, смотреть на какие-то источники. Источников этих у меня достаточно много, и поэтому, наверное, было бы, знаете, когда чем-то владеешь, нужно делиться, да, нужно это не скрывать, нужно показывать. И, знаете, это очень важно, с чем-то выйти к людям. И когда есть что сказать, то, конечно же, это будет интересно, это, наверное, будут смотреть. А если вы выходите на каналы для того, чтобы что-то продать или что-то навязать людям, скорее всего, что это будет буквально краткий обзорчик, посмотрят, и если вы будете постоянно повторять избитые фразы, какие-то избитые сентенции, не знаю, насколько это интересно, в общем-то, зрителю, насколько это интересно слушателям. Очень важно донести что-то интересное. Вот мне кажется, что я нашел какую-то свою линию, что мне действительно интересно, и то, что я рассказываю, интересно другим. И самое главное, я ничего не навязываю, ничего не предлагаю. Я просто рассказываю то, что у меня есть, то, чем владею. А какие решения будут принимать зрители и люди, это исключительно их дело, их выбор, ведь мы всегда находимся в праве выбора, мы всегда свободны в этом праве. Это вот небольшое мое размышление, которое я хотел сказать, и прежде чем кто-то задумает открывать свой канал, подумайте, есть ли вам что-то сказать людям, прежде чем вы наберетесь опыта. А может быть, сначала набраться опыта, набраться каких-то знаний, а потом что-то говорить людям. Мне кажется, что я подошел к такому возрастному рубежу, что мне есть чем поделиться с людьми, есть что рассказать. Поэтому сейчас мы с вами отправляемся в зал славы великих инвесторов и познакомимся еще с тремя очень серьезными, важными, значимыми людьми, которые, если уж не перевернули мир, то попытались что-то сделать в этом мире. Давайте смотреть. Смотрим. Билл Миллер. Наш очередной великий инвестор, о котором мне хотелось бы поговорить. Итак, давайте поговорим о Билле Миллере, очень интересном человеке и очень известном инвесторе, который прославился во многом многочисленными своими качествами. Билл Миллер родился в 1950 году в Лауренбурге, штат Северная Каролина. Ключевые позиции, которые он занимал, это были GE Baker Company, Legg Mason Capital Management и Институт Санта-Фе. Все это очень известные компании, которые известны и сегодня, они и сегодня существуют, и которые процветают. Билл Миллер окончил экономический факультет университета Вашингтона и Ли в 1972 году.
После окончания он перешел на работу в G.E. Baker Company и в конечном итоге занял позицию казначея этой компании. В 1981 году Миллер ушел работать в Legg Mason, где и провел большую часть своей карьеры. С 2007 и по 2016 годы Миллер работал председателем и главным инвестиционным директором компании Legg Mason. В конце 2016 года, после 35 лет работы в Legg Mason, фирма по управлению активами заявила, что расстается с Миллером. Миллер получил самые высокие оценки его профессионализму и самый низкий уровень критики со стороны коллег, управляющих фондами за последнее время. Здесь бы я хотел привести один очень интересный феномен. Есть люди, например, врачи, которые говорят, что если они обращаются к другому врачу для того, чтобы полечиться, либо получить какую-то врачебную помощь, это только говорит о его высоком профессионализме. Если же профессионалы инвестиционной индустрии обращаются к другому профессионалу, то это говорит о высочайшем уровне профессионализма, каким и был Билл Миллер. В период между 1991 и 2005 годами Миллер побил рекорд прибыльности Питера Линча, обгоняя по показателям доходности фондовый рынок 15 лет подряд. Очень важно, это очень интересный момент. Мы всегда говорим, что самое главное и самый лучший показатель – это когда управляющий добивается доходностей, которые выше, чем доходность широкого рынка, а за широкий рынок мы признаем индекс S&P 500, то есть 500 самых крупных компаний Соединенных Штатов. И вот 15 лет подряд Билл Миллер добивался этого, а учитывая тот факт, что только около 25% фондов акций могли делать это каждый год, шансы одного отдельно взятого фонда, обыгравшего фондовый рынок 15 лет подряд, крайне низкие, невероятно низкие. В то время как Миллер приобретал известность за его работу в течение указанного периода с Legg Mason, он становится предметом и причиной выпуска сатирического фильма, который называется «Большой шорт». Слово «шорт» в данном случае это такая позиция, когда трейдер приобретает, точнее он продает акции, которыми он не владеет, из расчета, что эти акции будут терять в цене. И поэтому, когда они упадут низко, он их обратно выкупит, вернет тем, кто ему дал в долг. Все это делается автоматически в рамках брокерского дома. Это достаточно тривиальная и традиционная процедура, ничего здесь особенного нет. Но Билл Миллер, он, в общем-то, этим славился, да, и он использовал иногда такие сделки. И вот вымышленный персонаж, так называемый Брюс Миллер, это вымышленный персонаж этого фильма, созданный по образцу реального Миллера, вступает в дебаты в фильме, в котором он яростно защищает свои позиции в Bear Stearns. И даже тогда, когда посетители в процессе разговора мчатся к выходу на фоне новостей о том, что акции банка начали резкое падение, он продолжает их убеждать, и они возвращаются для того, чтобы с ним продолжить разговор. Вот это интересно. Хотя это вымышленный образ, похоже, что он во многом отражает некоторые элементы истины. Миллер понес большие потери с падением Bear Stearns. По этой причине Миллер занимает положение одного из самых ярких звездных управляющих фондами в истории, чья гордыня и недосмотр привели к падению во время финансового кризиса 2008 года. Но вы знаете эту историю, когда разразился большой кризис, и Bear Stearns была первой и самой очень крупной компанией, которая обрушилась и потянула за собой весь мировой финансовый, так сказать, конгломерат. Весь мир финансовый пошел за ним. Какова же его инвестиционная философия? В ноябре 2006 года главный редактор журнала Fortune Энди Сервер охарактеризовал стиль инвестирования Билла Миллера как иконоборческий. Вы просто не можете делать то, что он делал, в чрезвычайно конкурентном,
ультраэффективном мире выбора акций и отслеживая их поведение после покупки. Фактом является то, что Миллер потратил десятилетия, изучая великих и успешных мыслителей, и на этом пути он сам стал таковым. То есть здесь автор мыслителями называет финансовых аналитиков, финансовых специалистов, которые не просто подходят к каким-то стратегиям, разрабатывают эти стратегии, а потом этим делом занимаются, там, торгуют на основании их, а именно мысли складывают. Они мыслители в этом плане. Миллер характеризует себя как инвестора в стоимость, хотя его взгляд на инвестирование в стоимость, как правило, отличается от традиционной модели. В частности, Миллер считает, что любая акция может быть признана акцией в стоимости при условии, что она торгуется на дисконтированном уровне относительно ее внутренней ценности. Это тоже интересный момент, и это его новшество. Знаете, вот эти вот новинки, которые могли делать великие финансовые мыслители, будем их так называть теперь, да, вот, они делают их величайшими людьми, и именно поэтому они достигают высоких вершин, высокой доходности и становятся крайне известными. Миллер связывает свой огромный успех в 90-х и начале нулевых годов с двумя основными факторами: всесторонним анализом ценных бумаг и построением портфеля. В своем письме акционерам Value Trust за 4-й квартал 2006 года Билл Миллер объясняет, как работают эти два фактора. Инвестирование в стоимость означает на самом деле акцент на том, какие цены являются лучшими, а не предположением, что что-то выглядит дорого, или предположением, что акция падает в цене и торгуется по низким мультипликаторам, и что поэтому она потенциально выгодна. Иногда акции роста дешевые, а стоимостные дорогие. Вопрос не в росте или стоимости, а в том, где выше ценность. Мы строим портфели, применяя подход диверсификации разных факторов. Вот очень интересная, любопытная модель. Не диверсификация активов, а диверсификация факторов. Это весьма любопытно. Мы владеем множеством компаний, чьи фундаментальные факторы оценки отличаются. У нас может быть высокий P/E, то есть отношение цены к доходности на акцию, и низкий P/E. Высокая бухгалтерская цена и низкая бухгалтерская цена. Большинство инвесторов тяготеют к подходу относительного игнорирования диверсификации в отношении этих факторов оценки, поскольку традиционные инвесторы в стоимость концентрируются на заниженной оценке компаний, а инвесторы в рост на высокие оценки. В середине 90-х годов мы начали создавать портфели с большой диверсификацией факторов, что стало нашей силой. Видите? То есть диверсификация факторов, а не диверсификация активов. У нас может быть низкий P/E, а может и высокий P/E, но мы держим их в портфеле по причине, что мы убеждены, что они оценены рынком неверно. Мы отличаемся от множества инвесторов тем, что готовы анализировать даже те акции, которые выглядят на первый взгляд дорого, чтобы убедиться, а действительно ли это так. Большей частью, по факту, это так. Но есть и такие, где совершенно не так. Это совершенно не соответствует данным выводам. И когда мы это понимаем, мы используем это для пользы акционеров и клиентов. Вот такой мыслитель является Билл Миллер. Каковы же его цитаты? Давайте посмотрим, что он говорит или что о нем говорят. Я часто напоминаю нашим аналитикам, что 100% информации о компании, которой вы владеете, представляют прошлое. Но оценка акций зависит от будущего на те же 100%. Очень важный момент, потому что, знаете, очень часто люди смотрят в прошлое, делают выводы или смотрят в левую часть графиков, но в левой части графиков все уже состоялось. Самое важное происходит в правой части графиков. И часто даже в той части справа, где еще не видно цены, не видно, какой будет построен график. А доходность от этого зависит на 100%.
Рынок отражает доступную информацию, как говорят нам профессора, но так же, как зеркала в домах не могут показать в цифрах ваш вес, рынки не всегда в деталях показывают эту информацию. Обычно они слишком пессимистичны, когда все плохо, и чрезвычайно оптимистичны, когда все хорошо. Идеальные слова, и психологически они, в общем-то, известны, они оговариваются очень часто, потому что рынок имеет свойство реагировать чрезмерно, или то, что по-английски называется overreacted. То есть, когда на рынке царит благодушие и все рынки растут, то все готовы инвестировать, идут бравурные там буквально самые различные статьи, высказывания и прочее, прочее, прочее. Как только рынок начинает падать, вот тут все меняется. И самые пессимистичные настроения, и все плохо, и все будет еще хуже, хуже, хуже. Вот от этого нужно стараться отделываться и иногда даже, может быть, бежать. Прислушиваться надо, но не кидаться в крайности. То, что мы пытаемся делать, это пользоваться ошибками, которые совершают другие, потому что они чрезмерно ориентированы на краткосрочную перспективу. Или они реагируют на драматические события, или они переоценивают влияние таких событий и так далее. Вот очень интересный момент. Выгода от того, что теряют другие. Как это не печально, и как это не безнравственно звучит, но на биржевом рынке это так. Люди, как кто-то теряет, а кто-то приобретает. Очень часто бывают ситуации, когда действительно выигрывают все, когда растет капитализация, инвестор зарабатывает на этом рынок, потребители и так далее, так далее. Но если подключаются спекулянты, а спекулянты подключаются с целью заработать на коротких продажах, на краткосрочных продажах, на внутридневных сделках, то они очень часто теряют. И вот в этот момент времени их потери становятся доходностью великих людей, великих мыслителей. Вот это то, что говорит Билл Миллер. Очередной великий человек, о котором я хотел бы поговорить, его зовут Джон Нефф. Джон Нефф родился в 1931 году. Город Ваусен, штат Огайо. Ключевые позиции, которые он занимал, это был Национальный городской банк Кливленда, Веллингтон управляющая компания, Виндзорский фонд Vanguard. Вообще, Vanguard – это крупнейшая компания, одна, наверное, из самых крупных, пожалуй, она, может быть, даже входит даже не в пятерку, а в тройку самых крупных компаний. И уже сам этот факт говорит о том, как его оценивают другие специалисты, другие профессионалы, если они приглашают его в эту компанию. Джон Нефф известен тем, что управлял одним из самых успешных паевых инвестиционных фондов в истории. Называется он Виндзорский фонд Vanguard в период между 1964 и 1995 годами. За этот период Нефф достиг среднего годового дохода для фонда 13,7%, значительно опередив средний доход S&P 500 в 10,6%. То есть S&P 500 за этот период в среднем давал 10,6%. Мы еще раз подчеркнем, что профессионалы сравнивают свою доходность с доходностью широкого рынка. И если мы его опережаем даже на 1%, мы уже успешны, мы уже хороши. А если мы его опережаем на 3, на 4, на 5%, то это очень здорово. А вот посмотрите, в среднем это добивался Нефф очень хорошего уровня. Нефф известен своей последовательностью, обгоняя широкий рынок 22 года из 31 года его работы. Нефф также приобрел репутацию профессионала среди профессионалов. Еще раз мы возвращаемся к этому очень известному факту, да, что как врачи обращаются к лучшим врачам, так и профессионалы обращаются к профессионалам. Так вот, он приобрел эту репутацию благодаря тому, что многие другие управляющие фондом высказывали мнение, что готовы доверить ему свои деньги для инвестирования. Нефф окончил университет Толедо в 1955 году и провел следующие 8 лет на позиции аналитика по ценным бумагам в Национальном городском банке Кливленда. Кливленд – это столица штата. Одновременно в это время он получает степень MBA в университете Case Western Reserve
НЕФ присоединился к Wellington Management Company в 1964 году в качестве управляющего портфелем фондов Windsor, Gemini и Qualified Dividend. Ну вот, Qualified Dividend это еще раз говорит о том, что он, в общем-то, работал с умеренными направлениями, да, то есть есть фонды роста, есть умеренные фонды, есть стоимостные фонды, поэтому у него не астрономические цифры доходности, но он и работал с умеренными паевыми фондами и добивался очень хороших результатов. И вышел он на пенсию в 1995 году, а впоследствии написал автобиографию «Джон Неф об инвестировании». Какова же его инвестиционная философия? Вот сейчас вы уже из параметров, на которые он ориентировался, узнаете, чем он знаменитый, какой же стиль пропагандировал. Неф назвал свой подход к инвестициям стратегией с низкой прибылью, P-drop-E, хотя некоторые другие инвесторы характеризовали его как инвестора в стоимость. Вот опять стоимость мы, да, говорим. Нефт предпочитает описывать свой подход как покупку хороших компаний в хороших отраслях по низким ценам к доходности на акцию. Вот этот известный показатель P-drop-E. Вы знаете, что вот когда начинается сезон отчетов, то все обращают на этот показатель крайне высокое внимание. И все смотрят, а какую же доходность на одну акцию принесла корпорация в текущем квартале. Да? И после этого они анализируют именно вот этот показатель. Неф был сильным сторонником концентрации портфеля над диверсификацией. Еще один интересный момент. Помните, у нас известный Уоррен Баффет, что он говорил? Он говорил, мне нужно 3 корпорации, в которые я инвестирую, а не огромное количество в портфеле, но 3 выдающихся. И поэтому Уоррен Баффет концентрировал свой портфель на 3 наименованиях. И вот Неф тоже делает то же самое, видите, и добивается очень хороших успехов. Он приобретал акции различных объемов, но при главном условии, чтобы они демонстрировали низкие коэффициенты P-drop-E. Вот мы перед этим Билла Миллера, да, обсуждали, и там совсем другая история. Его мало волновало P-drop-E, хотя он это обращал внимание, но он диверсифицировал факторы. А Неф, наоборот, концентрируется на этом показателе и делает хорошую доходность. Он часто покупал акции на плохих новостях, когда цена акций значительно снижалась. Он также применял метод, который он называл косвенным путем покупки компаний из популярных отраслей. Очень любопытный метод, я ранее с ним не встречался, но надо будет взять на вооружение. Одним из примеров такого метода может быть покупка акций в компаниях-производителях, которые поставляли ключевые материалы компаниям с горячими акциями, которые Неф полагал непосильными и ненужными для его портфеля. То есть, посмотрите, есть горячие компании, там, которые, знаменитые, допустим, там Apple, вот, компания, за которыми все охотятся, но ведь Apple работает не один на рынке. Он где-то покупает комплектующие, с кем-то заключает договора, и по этим договорам ему поставляют то или иное оборудование, там, какие-то комплектующие детали и прочее, прочее. И вот Неф ориентировался на таких вот сателлитов, да, то есть попутные компании, в которые он инвестировал и очень хорошо зарабатывал. Неф постоянно предостерегал от рынков адреналина, которые стимулируются импульсом. Есть такое выражение на бирже, импульс, да, когда создается кратковременная какая-то ситуация и акции резко подскакивают вверх. Это называется импульс, и поэтому вот когда наступает импульс, все там начинают сходить с ума, адреналин горит, и все буквально туда рвутся. Вот Неф от этого предостерегает. Скорее он предпочитал встречаться с руководством компании лично, чтобы самому оценить целостность и эффективность компании. Хотя эта стратегия обычно недоступна для большинства инвесторов сегодня. Основные принципы строгого фундаментального анализа финансовых результатов компании
для НЕФа, как правило, открыты для инвесторов даже без такого доступа. То есть сегодня это действительно так, сегодня в эпоху интернета, когда вся информация, она широко, в общем-то, представлена везде, ее можно почитать не только в газетах, но и в интернете, и в интернет-изданиях различных медиа. Сейчас она доступна. Но многие предпочитают лично встречаться. Как отметил Райан Фурман в интервью с НЕФом для Motley Fool в июле 2006 года, самые великие инвесторы – серьезные книжные черви. Вот хорошее выражение. То есть действительно, книжные черви, которые по выходным, по вечерам читают, читают и читают. И ваш покорный слуга я не исключение. Для меня «Инвестор Бизнес Дейли» – это газета номер 1, да, она онлайн-газета, электронная, но тем не менее газета номер 1, которую я изучаю суббота-воскресенье и не провожу там, да, я стараюсь уделить время семье, это естественно, но очень много времени я стараюсь выделить и на чтение этих газет тогда, когда я могу это сделать, когда не работает биржа. Он получил известность за то, что брал все свои еженедельные газеты Wall Street Journal для повторного чтения в выходные. Видите как? Фурман также отмечал, что НЕФ прочитывал колонку о стоимостных акциях с религиозным упоением. Инвесторам, таким как НЕФ, следует уделять этим двум подходам к источникам информации как можно больше внимания. Но действительно, многие и маленькие, и большие инвесторы, они что? Они хотят, чтобы вот сразу прыгай в дамки, чтобы не тратить ничего, никаких усилий, но чтобы зарабатывать много. А чтобы зарабатывать много на бирже, надо много трудиться, много читать и много знать. Какие же цитаты говорил НЕФ? Не всегда легко делать то, что не популярно, но именно здесь вы зарабатываете свои деньги. Покупайте акции, которые выглядят плохо для менее осторожных инвесторов, и держитесь, пока их действительная стоимость не будет оценена рынком. Да, все правильно, рынок – это самый последний, самый крайний судья для всего. И самый безжалостный, но и самый благодарный, если вы делаете правильно. Я никогда не покупал акции, если, на мой взгляд, они не были в тренде активной распродажи. Ну, что такое тренд активной распродажи? Это когда рушится рынок, да, либо рушится какая-то позиция, ясно, что в этот момент распродают все эти акции акционеры, инвесторы, трейдеры, и в это время акция, ну, просто стрелой летит вниз. Не вверх, а вниз, да, вот, как будто гирю какую-то к ней прицепили. И в этот момент НЕФ предпочитал ее покупать после того, когда очень много проанализировал важных данных о конкретной компании. Успешные акции не говорят вам, когда продавать. Но когда вам вдруг захотелось хвалить себя, возможно, пришло время продавать. Посмотрите, какие хорошие слова о психологии. Ведь действительно, рынок, вот только подтверждают великие инвесторы. Каждый раз я читаю и восхищаюсь, потому что каждый раз подтверждают, что рынок – это психология. Вот как только вы себя решили похвалить и гордо расправить плечи и крылья за спиной, все. Остановитесь, посмотрите в зеркало, переведите дыхание, и, может быть, есть смысл распродать ту позицию, которой вы так гордитесь. Вот на что делал акценты Джон НЕФ. Наш знакомец. Человек, о котором я много уже говорил, и даже делал о нем некоторое вступительное слово и ссылался на него, и зовут его Уильям О'Нил. Ну, Уильям, я сразу оговорюсь, что в английском языке Уильям – это то же самое, что Билл. Да? Поэтому очень часто Уильяма О'Нила зовут Билл О'Нил. Поэтому, если я буду говорить именно так на него, ссылаться и так его называть, то не удивляйтесь, это все один и тот же человек. Уильям О'Нил родился 25 марта 1933 года в Оклахома-Сити. Естественно, что штат Оклахома. Ключевые позиции, которые он занимал, это Hayden Stone Company, William O'Neill Company Incorporated, O'Neill Data System Incorporated и многие другие. При этом основная
Основные корпорации, где он работал и сейчас работает, он до сих пор жив, это компании, которые он создал сам. Билл О'Нил изучал бизнес в Южном методистском университете, а затем начал свою карьеру в качестве биржевого маклера в 1958 году. Сначала в Hayden Stone Company. О'Нил был одним из ярых сторонников использования компьютеров как инструмента для инвестиций. И вот посмотрите, ведь это еще не был период расцвета интернета, а только-только начинались работать высокие технологии, и когда появляться только стали компьютеры, и то, что сегодня мы называем гаджетами, вот, и великие люди обращали на это внимание для использования их в своей работе, для аналитики и так далее. Основываясь на своих исследованиях, О'Нил разработал стратегию CanSlim, которая позволила ему превзойти всех других брокеров в своей фирме. Но вот стратегия CanSlim, она применяется и у нас в нашей компании, стратегии «Золотые слоны», базируется на этом. Мы очень тесно сотрудничаем с газетой Investor Business Daily и используя именно вот эту модель CanSlim, о которой мы сейчас поговорим поподробнее. В возрасте 30 лет он стал самым молодым человеком, который купил место на Нью-Йоркской фондовой бирже и основал William O'Neill & Company. С этой последней компанией в начале 60-х годов прошлого века О'Нил разработал первую компьютеризированную базу данных для ежедневных котировок ценных бумаг. Ну, собственно говоря, этими котировками он занимается и до сих пор. И у него очень хорошая, серьезная такая газета и развороты, где он анализирует вот эти котировки, дает рекомендации, и не просто цифры приводит, но и анализирует их, и даже и графики различные предоставляет. Очень интересно все это изучать, читать и смотреть, делать выводы. А что же, в общем-то, делать, что можно купить и что можно приобрести. О'Нил продолжал заниматься инновациями на протяжении всей своей карьеры. Он создал Daily Graph в 1972 году. Это была печатная книга биржевых диаграмм. Ну, диаграммы, графики, увязанные с котировками, с ценами, которая еженедельно доставлялась подписчикам. Затем, в 1973 году он основал O'Neill Data System Incorporated как средство предоставления услуг публикации и печати баз данных. Впервые в 1984 году О'Нил представил свое исследование в печатной форме для широкой публики, когда он запустил газету Investors Daily. Не удивляйтесь, сначала его газета называлась Investors Daily. Поэтому здесь я не оговорился. Национальная деловая газета заняла место рядом с такими гигантами, как Wall Street Journal и другими крупными публикациями. Хотя название журнала было изменено в 1991 году на уже сегодня известное Investors Business Daily. По состоянию на март 2016 года Investors Business Daily объявила, что переходит на еженедельную рассылку и сосредотачивается исключительно на онлайн-контенте. И сейчас она так и выходит в онлайн, и ее можно смотреть, читать, видеть. Очень интересно, очень любопытно. И удобно, кстати, читать онлайн, несмотря на то, что многие предпочитают такой бумажный формат. Ну, мне нравится, что я могу сказать. Какова же его инвестиционная философия? О'Нил сочетает в себе смешение количественных и качественных стратегий, то есть фундаментального и технического анализа, хотя они между собой спорят, а вот Уильям О'Нил взял и объединил их в одно целое и в результате создал новое, создал свою стратегию CanSlim. И так вот именно их он объединил в подходе к инвестированию, ориентированному на результат. Короче говоря, его инвестиционный стиль состоит в том, чтобы искать только те растущие акции, которые имеют наибольший потенциал для быстрого роста цен с момента их покупки. О'Нил стремится покупать сильные и продавать слабые акции. Когда мы говорим слабые продавать, то имеется в виду, что когда он идет в короткие позиции, слабые акции продавать в короткие позиции, сильные акции покупать, таким образом формируются позиции короткие и длинные, и которые он держит при разных условиях рынка. Рынок может расти, рынок может падать, может быть в кризисе, может быть на волне и так далее, так далее.
у него, его стратегия готова работать на разные варианты состояния рынка. Его критерий для определения потенциальных акций, готовых к росту, известны как CanSlim. Это слово, представляющее аббревиатуру, и само по себе оно смысла никакого не имеет, не переводится с английского языка никак и не имеет никакого значения. Но это аббревиатура. Давайте посмотрим. Первая буковка C. Это текущая квартальная прибыль на акцию, которая должна резко возрасти по сравнению с доходами за тот же квартал, что и в предыдущем году. И ориентир 25% и выше. То есть это вот первый ориентир. Буковка C, текущая квартальная прибыль, или по-английски current earnings. Буковка A или A, как говорят по-русски, да? Буковка A. Годовой доход должен увеличиваться в течение последних 5 лет не менее чем на 25%. При этом, обратите внимание, показатель P/E, то есть цена к доходности на акцию, не важен. Допустим диапазон от 25 до 45, при этом Уильям О'Нил говорит, он может доходить даже до 80. Почитайте его книги, очень здорово на эту тему пишет. Так вот, буковка A – это годовой доход. Вот так он должен быть, и он должен быть выше, опять-таки, 25%, или A – это значит annual earnings. Буковка N – new product. Новый продукт, новый менеджмент и новые максимумы. Акции должны быть с хорошей историей. И, конечно же, у компании должен быть реально новый продукт. Поэтому такие компании, как Google, становятся лидерами, да, которые четко попадают под CanSlim. Apple тоже попадает под CanSlim. В свое время Microsoft тоже великолепно укладывался в эту концепцию. То есть очень здорово все работает, потому что они все создавали новый продукт. Не копировали кого-то, а именно создавали новое. Буковка S – supply and demand. Спрос и предложение. Чем меньше доступных акций на бирже, тем эффективней спрос на их покупку, что приводит к повышению цены. Ищите компании с акциями в обращении в размере от 10 до 12 миллионов. Очень интересный момент. То есть о чем речь идет? Корпорации, когда они выбрасывают акции на рынок для торговли публично, они должны думать, сколько же акций они сбрасывают. И вот в этом плане Google и финансовый директор или менеджер финансовый, то есть главный, кто этим делом занимался, вел себя гениально. Они выбросили всего лишь 15% от всего акций в обращении. И потом их потихоньку добавляли. В результате они держали малое количество акций в обороте. Соответственно, спрос и предложение был высокий. Да? То есть предложение было низким, спрос был высокий. И естественно, что цена акции росла. Это не манипуляция рынком, а это совершенно естественный, нормальный подход, которому используют умные финансовые лидеры. Буковка L. Leader or laggard. То есть это лидер, либо отстающий. Держитесь акций тех компаний, которые превосходят остальных на рынке, и отметайте те, которые уступают место другим. То есть ищите реальных лидеров, не тех, кто дышит им в затылок. Речь не идет о аутсайдерах, когда мы говорим лидер о лагард, а это те, кто чуть-чуть сзади. Так вот, нужны по стратегии CanSlim именно лучшие, которые демонстрируют самые лучшие позиции, самые лидирующие движения. Буковка I. Institutional involvement, то есть институциональное владение акциями. Отдавайте предпочтение компаниям, которых не утопили ведущие профессиональные инвесторы. О чем идет речь? Речь идет о том, что в такие акции должны инвестировать крупные паевые фонды, крупные хедж-фонды и прочие крупные инвесторы, потому что они же ведь тоже забирают огромное количество акций с рынка, и эти цены, значит, будут расти. Плюс у них колоссальный аналитический аппарат. У одного трейдера нет такого аналитического аппарата, а у крупных фондов есть. И они это делают, и когда они обращают внимание на такие серьезные компании, значит, и нам нужно обратить внимание на такие компании. Буковка М. Market direction или направление рынка. Покупайте акции на снижениях рынка, но избегайте покупок после того,
как рынок снизится на 10% или более. Но вообще в этом плане Уильям О'Нил уделяет этой позиции намного больше внимания. Он всегда говорит, покупайте на растущем рынке. И когда рынок изменит направление, будьте крайне осторожными. Лучше отсидеться, лучше захеджироваться, либо лучше просто уйти в наличность и вообще не входить в позиции, что мы и делаем. Именно отсюда у нас родились очень многие идеи в плане хеджирования, либо в плане отсиживаться в наличности и никуда не двигаться, когда рынок начинает падать. Но это рекомендация Уильяма О'Нила. Какие же у него цитаты? Поскольку рынок имеет тенденцию двигаться в противоположное направление от того, о котором думает большинство людей, я бы сказал, что 95% всех этих личностей, которых вы слышите в телевизионных шоу, выдают вам свое личное мнение. А личное мнение почти всегда бесполезны. Факты и рынки гораздо надежнее. Вот это то, что я часто говорю. Рынок самый беспристрастный судья. Именно рынок все определит. А мнение... Ну, хорошо, их можно, конечно, послушать, но решить по-своему. А лучше всего послушать дыхание рынка. А болтунов в разных шоу и в разных там роликах, их всегда хватает. Весь секрет победы и поражения на фондовом рынке заключается в том, чтобы потерять как можно меньше денег, если вы не правы. Интересная мысль. Ни один из великих инвесторов никогда не утверждал, что каждая его сделка является правильной, что каждая сделка именно та, которая стала победной. Они многие ошибались. И Уоррен Баффет, и Уильям О'Нил, и Неф, и Миллер, и многие, и Питер Линч. Многие ошибались, а многие критично ошибались. Но самое главное, когда ошибся, не потерять много. А вот когда ты побеждаешь с какой-то позицией, взять как можно больше. Это тоже важно. То, что кажется слишком завышенным по ценам и рискованным для большинства, обычно идет выше. А то, что кажется низким и дешевым, обычно идет ниже. Это одна из самых, наверное, ключевых и важнейших моментов технического подхода, технического анализа Уильяма О'Нила, который говорит, помните, у него была такая фраза «покупай дорого, чтобы продать еще дороже». Потому что все, что растет, оно и дальше будет расти. А то, что падает, окей, продавай дешево, чтобы потом выкупить еще дешевле. Такой принцип тоже работает. И, кстати, этот принцип пробоя зон сопротивления, либо зон поддержки, он сегодня является одним из основных практически для всех трейдеров. И многие трейдеры даже не догадываются о том, что эти принципы ввел Уильям О'Нил. В этом-то и заключается его гений. Ну вот вы посмотрели очередную группу. Я так решил, что буду выставлять группу из 3 человек, иначе очень длинные видео получаются, а длинные видео не всегда смотрят, а 3 человека вроде как бы и нормально получается. Как обычно, давайте посмотрим фотографию биржевой недели. Что произошло вот на начало недели, как буквально первых вот этих вот 2-3 дня, что у нас происходит. И это не глубоко, глубокий анализ, более глубокий мы будем делать в субботу в очередную. А сейчас смотрим то, что произошло, буквально вот такой снапшот того, что случилось за прошедшие 2-3 дня на биржах. Смотрим. Сегодня у нас завершение вторник, это 30 апреля, последний день месяца. И давайте посмотрим фотографию биржевого дня, точнее 2 дней, которые случилось на этой неделе. Коротко взглянем и немножечко обсудим. Ну, конечно же, сейчас у нас важные вот эти вот 2 дня, потому что начинается заседание Федерального резерва. И, скорее всего, что там вряд ли будут поднимать учетную ставку. Но, как известно, не самое главное, будет учетная ставка поднята или нет, сколько всегда комментарии к этим решениям. Поэтому будем внимательно следить. Скорее всего, что завтра
мы посмотрим, как будет вести себя рынок, возможно, он немножечко подергается и, возможно, немножко поднимется волатильность, хотя пока что волатильность находится по-прежнему на очень низком уровне, немножечко она подскочила. Из таких новостей, помимо того, что начинается заседание Федерального резерва, я бы отнес, наверное, то, что Google почему-то вдруг неважно отчитался по своим доходам и получил вот такой вот резко низкий скачок. Смотрите, почти с 1300 на 1200 долларов за акцию. Немножечко он пытался сегодня воевать, отбивался и даже что-то в этом преуспел, но в целом у него получилось снижение. Возможно, что сейчас мы получим четвертую, после длинной такой волны третьей, которой он поднимался аж там с, бог знает с какого, 16 года. И вот сейчас, скорее всего, что возможно мы получим снижение. Ну, вряд ли это, конечно, его так сильно не убьет эту компанию, но тем не менее вот такая ситуация сложилась, что он так и не смог пересечь свою историческую вершину, и вот из-за неважных доходов Google, конечно же, снизился. И, естественно, что случилось? И случилось то, что он потянул NASDAQ вниз композитные, и вот мы видим по свечам, что все остальные как бы компании резко пошли за Гуглом, но нельзя сказать, что это был очень серьезный спад, и мы, в общем-то, этого вполне ожидаемая ситуация, мы все равно остаемся на пятой волне, и, возможно, это, в общем-то, на самом деле четвертая снижающаяся, потому что в целом нельзя сказать, что он сильно упал, и на этом фоне надо сказать, что остальные индексы, они даже немножко подрастали, и закрылась сегодня сессия с минусом по NASDAQ, где-то минус там 0,6, а по Dow Jones и по S&P 500 даже немножечко подросли там. Ну, конечно, цифры очень маленькие, там типа что-то 0,5-0,6 роста, но тем не менее они выросли. Поэтому очень серьезную службу такую негативную сослужил Google. Но в целом немножечко вот остальные акции чуть-чуть лихорадило, они так снижались, не сильно, нельзя сказать, что это была какая-то драма, но тем не менее определенные тенденции были. Но что, наверное, важно сказать, и наиболее вот важно, это то, какой сделали прогноз по разметкам, по волнам Эллиота в очень-очень таких длинных прогнозах, да, и вот компания Litwave International, она пересмотрела ситуацию, какую стоит ожидать по Dow Jones. Ну, а Dow Jones это, соответственно, естественно, что это и надо рассматривать и широкий рынок, и NASDAQ, он примерно, они повторяют. И предложила вот свою версию. Было просмотрено исторически в прошлом события, как развивался рынок в похожей ситуации, и оказалось, что примерно похожая картинка, вот как, которую мы видим сегодня, она сложилась в 1966 до 1974 года. И тогда тоже у нас сложилась такой вот расширяющийся треугольник, и, соответственно, был смысл, в общем-то, посмотреть и наложить прошлую картинку на сегодняшнюю, и она вот такой вот как бы предполагаемый прогноз, то, что может случиться в ближайшие 2-3 года. То есть, что может произойти? У нас может произойти вот этот вот треугольник расширяющийся, когда вот у нас уже произошла ситуация вот A, потом рост B, потом в прошлой осенью провал на C. Сейчас мы как бы идем на рост, выходим на D, вот этот треугольник расширяется, да. И, скорее, возможно, что вот мы еще отыграем, пробьем там вершины, отыграем еще какие-то вот по пятой волне ситуации, и потом ухнем, возможно, на И. Это, конечно же, этот сценарий очень невозможен, это не обязательно, что это 100% он так и состоится, но прогноз, в общем-то, такой вполне вероятен, исходя даже из исторических данных. То есть вот просто потом вот это на И пойдет по A, B, C, ну и после этого, естественно, будет возрождение. Все это будет, конечно же, происходить не за
минуту, не за день и даже не за неделю, а здесь, в общем-то, будет растянуто очень серьезного времени, 21, 22 год, 23, вот туда будет все уходить. Очень многие события у нас будут май-июнь, так что будем за этим серьезно наблюдать. Но если вот смотреть у нас Dow Jones вообще, в принципе, если убрать сейчас вот эту вот большую глобальную картинку, то мы видим, что вот он по-прежнему немножечко сегодня он вот, падал, да, и вот, как я уже говорил, чуть-чуть даже вырос, и вот он на пятой волне планируется, что все-таки что-то там пробьет, и потом, в общем-то, скорее всего, что вот по логике этого треугольника начнет развиваться событие. Если смотреть широкий рынок S&P 500, однодневный график, он тоже даже, видите, немножечко сегодня даже подрос, и все вот возле этой линии сопротивления крутится, все возле пятой волны, и вот, возможно, по этой вот синей четвертой на пятую пойдет, и вот где-то в мае что-то должно произойти. При этом волатильность, как мы уже говорили, вот она красненькая, красненький график, волатильность по-прежнему особо не дергается, хотя она чуть-чуть повысилась, но очень незначительно. Глубокий анализ этого дела мы будем делать в субботу, а пока что вот мы на этом и остановимся, чтобы понимать, что вот в целом как ведет себя широкий рынок. Пока что он, в общем-то, растет, и пока что на это делается ставка. Когда вот он будет уже действительно отыграют все, так сказать, оркестры, вот тогда будем очень серьезно смотреть на разворот. Ну, из компаний, которые, так сказать, выделились особо, это по-прежнему у нас все-таки остается на хорошем уровне Canopy Growth Corporation. Да, она сегодня немножечко не спадала, но это совершенно нормальное явление, потому что вот такой растущий сэндвич, это вполне нормально, и смотрят на нее аналитики очень оптимистично, что она вполне способна продолжать свой рост. И вот эти вот отскоки вверх-вниз, они позволили даже поднять стопы для этой компании, так что будем смотреть. Стопы уже у нас подняты в положительную, очень хорошую позитивную область, так что здесь у нас все пока происходит нормально. Facebook немножко сегодня отыгрывал обратно, он сначала подскочил, потом он, в общем-то, на фоне, как уже говорилось, Гугла утянуло его вниз, да плюс еще вот ожидания решений Федерального резерва, но тем не менее он по-прежнему остается вот на третьей зеленой волне, так что будем смотреть, как он будет дальше развиваться. Пока что все идет нормально, никакой трагедии либо драмы нету. Добавили одну компанию мы, Goldman Sachs, посмотрим, как она будет у нас отыгрывать. Пока что вот она немножечко сегодня опять-таки на общих ожиданиях чуть-чуть вот сыграла вниз, но компания крупная, компания большая, да, и даже вниз сыграла, посмотрите, на какой мизерный объем она сформировала, поэтому это не является фундаментально или каким-то индикатором серьезным. Так что вот мы надеемся, что она пойдет по третьей волне и вполне может нам за какой-то период дать какой-то такой более-менее серьезный доход. Добавили мы еще и Twitter, который вроде бы как выглядит неплохо. Да, он, конечно, он на третьей волне практически вот еще должен подрасти, не спадает, потом четвертая сработает, потом на пятую пойдет. Но тем не менее в целом он достаточно выглядит прилично и, так сказать, обещающе. Так что тоже будем смотреть. Несмотря на, вот, у него было хорошие вот объемы, видите, закупки были сделаны буквально вот на прошлой неделе, где и подскочила вот у нас длинная свеча. Но остальные свечи, даже то, что сегодня немножечко снизилось, они были объемы маленькие. То есть распродаж на этой компании не замечается, а это, скорее всего, что обычная так называемая волатильность. То есть флуктуация, я бы даже скорее сказал бы. Если говорить про недвижимость, пока что мы ждем, посмотрим, как отработается волна бик коррекционная, и мы ожидаем, что она потом спадет. Ну а дальше уже можно вполне ожидать новой волны. 3 уже вот такой вот, это как бы первая, вторая, там третья, ну тут условно это вот третья, она самая длинная должна быть. Поэтому посмотрим, как будет работать, будем наблюдать за этим делом, но сейчас вот надо разобраться с этой ситуацией. Пока мы сюда не входим, так сказать, мы ее оставили в покое, зачем нам, в общем-то, переживания, но тем не менее будем за этим смотреть и наблюдать. Ну и в завершении
хочется что? Пожелать всем самого наилучшего. Вы видите, что мы держим руку на пульсе, рассказываем вам интересные вещи, интересную информацию, держимся нашего образовательного курса. Вот. Конечно, этот курс скорее такой, знаете, популярно-образовательный. Вот я хочу, чтобы вы не заблуждались. Для того, чтобы действительно изучить науку финансового планирования и глубокого инвестирования, конечно же, надо учиться. Надо идти учиться системно, а не просто смотреть видеоролики. Поэтому вот то, что я рассказываю, это все-таки такая некая популярно-образовательная информация. Она никогда не заменит серьезную системную информацию, которую я тоже, в общем-то, преподаю. И это уже отдельные курсы, где нужно встречаться отдельно на отдельных семинарах. И очень подробно рассказываю о науке инвестирования, о науке финансового планирования, что движет рынком или какие факторы влияют на рынок и так далее, так далее. Фундаментальный анализ, волновой анализ – одна из моих любимых тем. Технический анализ тоже, в общем-то, вещь, которая мне очень нравится. Поэтому, пожалуйста, вы можете попасть на мои семинары. Для этого нужно обратиться к нашим финансовым консультантам и узнать, как это можно сделать, потому что просто так на них не попасть. Вот. А сейчас я хочу с вами попрощаться, и помните, что вот мои ролики-то популярно-образовательные, и я надеюсь, что они тоже принесут вам пользу. До свидания, до новых волнительных встреч!